Крипто.ру снова в деле. Сегодня мы возвращаемся к 3 самым громким криптоскандалам этого года, которые потрясли рынок и подорвали доверие миллионов людей. Ссора Илона Маска и Дональда Трампа, загадочный криптокошелек семьи Трампа, афера с мемкоином Libra в Аргентине. Что нового в этих историях? Мы собрали свежие факты, слухи и инсайды. Поставьте лайк, подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые расследования. Погнали! Крипторынок и так был на взводе, но никто не ожидал, что ссора двух гигантов Илона Маска и Дональда Трампа отправит биткоин в нокдаун. 5 июня Маск, глава Tesla и владелец X, выложил пост, в котором раскритиковал тарифные планы Трампа, спровоцировав между ними конфликт. Он заявил, что инициатива президента вызовет рецессию во второй половине этого года. Трамп ответил молниеносно на своей платформе Truth Social, пригрозив отобрать у компании Маска все госконтракты, включая SpaceX. Это сэкономит бюджету миллиарды долларов, заявил он. Маск ответил сообщением о выводе SpaceX из эксплуатации космических кораблей Dragon. Позже он отказался от своего заявления, но перешел на абсолютную грязь, обвинив президента США в связях с Джеффри Эпштейном, признанным секс-преступником. Последствия публичной перепалки оказались серьезными. Биткоин в моменте упал почти на 3%, до $100 тысяч, достигнув минимума за месяц. Мемкоин Трамп потерял $90 миллионов капитализации. Акции Tesla обвалились, а состояние Маска сократилось на несколько миллиардов долларов. Почему их разногласие так сильно ударило по крипте? Трамп активно продвигает криптовалюты. В марте этого года он собрал в Белом доме саммит с боссами индустрии, такими как Ховард Лутник из Кантор Фиджеральд, и пообещал сделать США криптостолицей мира. Маск же годами раскачивал рынок своими постами. Вспомните, как он взвинчивал Dogecoin, но в этот раз их ссора вызвала панику. Инвесторы начали сбрасывать активы. Некоторые пользователи X предположили, что это был спланированный ход для манипуляции рынком, чтобы выбить мелких игроков с рынка. Доказательств нет. На момент выбран подозрительно. Рынок был на грани, и скандал Трампа и Маска стал искрой. По состоянию на сегодня рынок оправился, но осадок у криптосообщества остался. Аналитики отмечают, что волатильность сохраняется из-за нестабильной политической обстановки в США. Как считают некоторые подписчики соцсети X, Маск и Трамп – два игрока, которые знают, как стимулировать рынок. Это не ссора, это шахматы. Но, скорее всего, это не было спланированным сговором. Слишком много хаотичных последствий, включая потери для Tesla и Trump Media. Возможно, кто-то действительно заработал на волатильности, но без доказательств это лишь теория. Давайте следить за развитием конфликта вместе. Продолжение следует. Пока Трамп спорил с Маском, в его семье разразилась другая драма. Команда президента США представила публике криптокошелек, который должен был стать частью его большого криптоплана. Хранилище продвигали через Truth Social, и он должен был работать с мемкоином Трамп. Но тут началось странное. Сыновья Трампа, Дон-младший и Эрик, в своих постах в сети X заявили, что не имеют к проекту никакого отношения. Почему они открещиваются от идеи, которую продвигает их отец? Запуск кошелька совпал с обвалом токена Трамп на $900 миллионов из-за ссоры Трампа с Маском. Пользователи X предположили, может, сыновья Трампа не хотят брать на себя ответственность за возможный провал, или в семье Трампа зреет раскол. Дон-младший и Эрик всегда поддерживали отца, но тут их позиция удивила. Никаких фактов о семейной ссоре нет, но их поведение выглядит подозрительно. Трамп изображает из себя главного криптоадвоката, собирает саммиты с лидерами индустрии, а его сыновья вдруг отстраняются от ключевого проекта. Отказ сыновей Трампа от криптокошелька выглядит как попытка дистанцироваться от рискованного проекта, особенно на фоне обвала Трамп. Но это не обязательно указывает на семейный раскол, скорее на прагматичный расчет. Без поддержки семьи и с падающим доверием инвесторов кошелек может стать очередным громким провалом. А какие прогнозы проекту даете вы? Пишите в комментариях. Теперь перейдем к Аргентине, где президент Хавьер Милей, фанат биткоина, оказался в эпицентре скандала на $250 миллионов. В начале года Милей расхваливал мемкоин Libra, уверяя, что он поможет аргентинцам пережить гиперинфляцию. Люди поверили, вложились, и цена монеты взлетела. Но в феврале все рухнуло. Libra обвалилась, большинство инвесторов потеряли все. В сообществе зашумели.
Проект обвинили в афере Rug-Pull, когда создатели накачивают цену, а потом исчезают с деньгами. Для расследования правительство создало специальную рабочую группу. По данным Broker News, она нашла следы темных сделок и передала материалы прокурорам, указав на связи Libra с подозрительными промоутерами, возможно, международного уровня. Однако доказательства не представлены, и это остается на уровне слухов. Но 20 мая Милей шокировал всех. Он распустил эту группу. Почему президент, который строил репутацию на свободе и поддержке крипты, закрыл расследование по монете, которую сам же и продвигал? Главные новостные издания подозревают, что Милей защищает своих союзников или даже себя. В Аргентине начались протесты, люди вышли на улицы. Разговоры об импичменте становятся все громче. Аргентинцы пишут гневные посты. Они доверились Милею, а теперь остались ни с чем. Милей же настаивает, что он невиновен. В интервью одному изданию Милей заявил, что расследование было закрыто из-за бюрократических издержек, а Libra — это частный проект, за который он не несет никакой ответственности. Однако он не объяснил, почему следственная группа была распущена после передачи материалов прокурорам. Это не только про деньги, это про доверие. Милей обещал вытащить Аргентину из кризиса с помощью крипты, но крах Libra подорвал его репутацию. По состоянию на сегодня протесты в Аргентине только нарастают. Аргентинцы требуют возобновления расследования и прозрачности. Их доверие к Милею как криптоспасителю рухнуло. Был ли президент частью аферы или просто слишком поверил в проект? Без расследования правда, похоже, останется неразгаданной. Аргентинцы требуют ответов, но пока их голоса не слышат. Закрытие расследования выглядит крайне подозрительно, особенно учитывая, что следственная группа нашла следы сомнительных сделок. Аргентина кипит, и Милею придется ответить или на улице, или в суде. 3 скандала, 3 больших имени. Разбирательства Маска и Трампа продемонстрировали, как один пост может обрушить рынок. История про криптокошелек Трампа породила вопросы о том, что творится в его семье. А провал Милея с Libra оставил целую страну с чувством предательства. Эти истории не просто про крипту. Это про власть, амбиции и доверие, которые так легко потерять. Криптовалюты обещают свободу, но в 2025 году они стали полем для конфликтов и обмана. И, как всегда, платят за это обычные люди, такие как мы с вами. Что думаете, ссора Маска и Трампа просто спектакль? Что скрывает семья Трампа за своими отнекиваниями? И покрывает ли Милей аферу, закрыв расследование? Пишите в комментариях. Мы читаем все. Не пропустите прошлое видео, в котором мы рассказываем, что общего у вирусной звезды ТикТока, провокационного блогера и рэпера с миллионами фанатов. До встречи и держите свои кошельки в безопасности.